Всем привет, дорогие друзья! Говорит и показывает Хакман. Продолжаем прохождение Мафии 2. Так, секундочку. Угу. Все окей. Все под контролем. Ага. Так, в прошлый раз мы на чем с вами остановились? Мы попали в тюрьму. Познакомились там с местным воротилой по имени Лео Галанте, да, я помню. И он помог нам из тюрьмы выбраться. И на этом эпизод закончился. Сейчас начинаем в Мафии 2 эпизод 7. Погнали. Вернее, глава 7. Мафия 2, глава 7. Памяти Франческо Потенца. Галанте не соврал. Он устроил так, что я вышел на свободу пораньше, почти что на 4 года. Джон навещал меня и как-то пытался приносить новости с воли, но выйдя из ворот, я оказался просто в новом мире. Оказались мы с вами, да. Такс. Меня привезли. Непонятно куда. Где я вообще? Идите к Джо. А, ты глянь. А тут... то-то было зимой, а тут, смотрите, газон. Чё тут? Как дела, ребятки? Вернее, тетки, как дела? Какую же безобразную музыку передают теперь по радио? Это просто непристойно, а мне нравится. Это дьявольские козни, и им надо положить конец. О детях подумай. Ну, нельзя же запретить писать музыку. Люди любят писать музыку. Люди много чего любят. Что ж, тут всё делаешь? разрешать? Ты в Ну, курсе, же что нам делать, если запретят чем-нибудь скоро помочь? курить Если хочется музыку в общественных послушать, местах? пусть идут в церковь. И вообще, надо жить по Библии, соблюдать ее заветы. Ладно, пойдемте, что нам скажет наш приятель Джо. В подъезде, кстати, ничего не поменялось. Так, а сколько меня не было-то? Меня не было, по-моему... Ох ты. Чё это вы тут третесь? Слушай, урод, отвянь! На что уставился? А вы в курсе, что вы в подъезде находитесь? И тут люди ходят. Идите вон, не знаю, гостиницу что ли снимите. Стоят Это мое тут. личное пространство. Пространство, блин. Вита, ты из тюрьмы сбежал? Черт, как же я рад видеть тебя не в робе и не за решеткой. Добро пожаловать домой. Заходи, заходи. Слушай, столько изменилось с тех пор, как я сел. Да уж, я думаю. И да, фигня, конечно, но я для тебя замутил такую славную квартирку, как ты хотел. Спасибо. А еще у меня сюрприз. Мы Квартира? празднуем твое возвращение, и я тебя кое-кому представлю. Хороший план. Пока не обустроишься, тебе понадобится деньжата. И ствол у меня для тебя припасен. Лишним не бывает. Вот. Так, какие планы, свободный человек? А ты как думал? Хочу снова работать с тобой. Хорошо. Я уж боялся, что тебя там исправят. Я вообще-то многих узнал и многому научился там, за решеткой. Теперь гораздо лучше понимаю, что к чему. Отлично. Я тут, как ты понимаешь, тоже штанов не протирал. Но ты не бойся. Я тебе все покажу, как всегда. Ладно, так чего мы ждем? Пошли! Боже, я не думал, что ты будешь так бить копытом. Ну ладно, черт с тобой. Пошли, квартирку посмотрим. Квартирку, это хорошо. Возьмем мою тачку и поедем смотреть квартирку. Ты за рулем. Вспоминай и привыкай. Надеюсь, за решеткой ты водить не разучился. Эй, чего ты дергаешься? Вали Это как на велике. подальше. Ну, знаешь, если велик Смазывай лыжи. раздолбаешь, тебе не платить целую гору за ремонт. Ладно, ладно, я понял.
Ворчишь, как бабка. Да, очень на это надеюсь. Если ты еще не заметил, машины теперь совсем другие. Увидишь. Твоя Блин, не квартирка туда. дальше по улице, прямо возле променада. Тебе понравится. Слышь, а ты сюда курить Исчезни пришел, с да? глаз моих. Иди отсюда. Придурок. Стоял там, курил, сюда пришел. Ну и на чем теперь ездит наш приятель Джо? А, машин, короче, не поменялись. О, давай вот на этом. Чафеки XT. Ничего такая. Ну, правда, немножечко на катафалку вот теперь похоже. С этой Здорово, стороны что ты похоже. вернулся. Я неплохо справлялся, пока тебя не было, но теперь нам сам черт не брат. Генри давно видел? Не, пару лет как не встречал. Он ведь переживал из-за тебя. Так как твои успехи? Когда ты меня навещал, это ж не разговоры были. Ну, после того, как Клемент и этот паршивец Лука пытались нас кинуть, я Чёрт. сошелся с семьей Фалькона и теперь работаю на них. Ты Правда? на Фалькона Ага, работаешь? вечером увидишь. Я же сказал, у меня для тебя сюрприз. Можешь не спрашивать, все равно не раскалюсь. О боже. Не бойся, я об этом несколько недель думал. Вот этого я и боюсь. Да-да, привет, Артем. Ну чё, успел? Эй, ты же на красный проехал. Да пофиг вообще, проехал и проехал. Время-то казенное. Главное, чтобы менты не это самое мне на красный свет не попали, не замели. Так, я думаю, приодеться надо нормально, да? Стой. А то чё я хожу, как непонятно кто? Я же вроде солидный. Что-нибудь вам понравится? Позовите меня. Половите меня. Так, рубашка, куртка, костюм, плащ. Что еще? Повседневный костюм. Светлый, черный. Давай костюмчик возьмем. Это все? Ну-ка. О, нормальный, ровный товарищ. Пойдем. Не то, что ты. Хоть бы приоделся, а то как обычный Носите на грузчик, который рыбу разгружает. Погнали. А то он меня представлять там кому-то собрался. Ты все машины в городе Спасибо. хочешь побить? Слушай, я умею водить, не лезь. Но он сам виноват. А вот тут уже моя вина, извиняюсь. Кстати, после тюряги начинается самая интересная часть игры. Естественно, самое интересное будет в конце. Отлично, мы почти приехали. Тормози тут. Пойди погляди. Верхний этаж. Я тебе уже оплатил первый месяц. И, кстати, вход в твой гараж там, в переулке. Спасибо, Джо. Большое спасибо. Да, и насчет сегодня. Пойдем в серьезное Эй, место. смотри, так где что купи стоишь. костюм. Туда не пустят в виде «я сегодня вышел». Классное место. Ну как ты, да? Окей. Костюм я уже купил. Так. Моя квартира, да? Чарльз Патрик, нет, это не я. Фишбэк какой-то. Так, третий, по-моему, этаж он сказал. Джейн Кеш. Шейн Флеминг. Вообще непонятно кто. Ребенок там у кого-то орет. Ну вот она. Уверен, вам О, понравится. риэлтор, что Я ли? сам в такой же квартире живу. Видите, даже телефон есть. Отличное бесплатное дополнение. Что-то такая же А квартира это практически, ванная. как у Джо. Чистая и современная. Горячая вода круглые сутки. Ну так ничего, ванна А вроде, это да. спальня хозяина. А это хозяйская кровать. Очень удобная. И места хватит на двоих. Даже на троих. И она не скрипит. Это безусловный плюс. Надеюсь, даже вам есть. понравилась ваша квартира, сэр. Есть Сойдет. вопросы, задавайте, не стесняйтесь. Только один. Когда вы уходите? А теперь, Да. с вашего разрешения, я поеду к следующему клиенту. До свидания. А, пока. Это не моя квартира, аренда. Ну, так, есть что в холодильнике?
Пивасик, пиво мастер. Свифт, кола, сэндвич. Давайте колы, что ли. Так. Так, а мы не курим. Чья это сигарета? Ты куда ушел? Ты свое забери. Сигарет свои. Так, а у нас... Нет, у нас нормально, мы одеты. Закрываемся. Во-во-во, ты еще и тут куришь. Не стану вас задерживать, сэр. Уверен, у вас много дел. А я жду другого клиента. Я знаю, Артем, я так и сделал. Все равно же в Стиме активируется. Так. Так, а где двор-то? Здесь? Не здесь. Ну ладно, у нас машина все равно здесь стоит. Вон она. Ты чё ты тут к моей машине пристал? Иди отсюда. Стоит, что тут трется. Уйди. Во-во-во. Ты чё думал? Ой. Извините, я не спе... Да чё такое? Ну-ка, лупи его. Он охреневший. Стоял, терс. Не, вы видели, я стоял, терс. Потом решил меня догнать. Твою дивизию. Я честный человек, только из тюрьмы вышел. Ты глянь, какие менты. Они пошли, расстреляли чувака и свалили. Не, вы видели, а? Какой цинизм. А чувак просто лежит. Он его еще и раздавил. Мать машин. Нет, спасибо. Чё там? Не ко мне, ну-ка, что тут происходит вообще? Так, давай посмотрим. Не, ну офигенно, он взял его, сваншотил, тот лежит, и это приехал. И чё? Все? Ладно, погнали. Пробка тут. Так, главное сейчас в ментов не врезаться. Не, что-то он делает. Стоят просто. Что он с трупом будет делать? Смотрит. Да еду, все, еду. Тут на меня какой-то псих просто напал. Сколько купил, где? Да рублей 300, что ли, она стоила? Какой-то магазин, Steam Buy, что ли, что-то такое. Вот. По скидке, короче. Так, едем. Тихо. Аккуратнее. О, тут теперь к Джо надо заезжать, да? Ну, у него гаражик тут. Тихо. Сейчас мы здесь тачку-то и оставим. Это ж его. Мы ему пригнали. Правда, он немножко покоцанный. Но я думаю, он не обидится. Мы из-за него в 2 раза в тюрьме сидели. Фактически. Ты чё тут сидишь? Ботинки, что ли, чистишь? Понятно. Не вдупляет он, короче. Хаус Рулис. Так, нет, у нас 3-й этаж. О,
Еще один нормальный. О, господи, я уж думал, ты не придешь. Неплохо. Хорошая ткань. Спасибо. Так что с планами на вечер? Все узнаешь. Нас отвезет мой друг. Познакомился с ним, пока ты прохлаждался. Веди себя прилично, он вроде как важный человек. Ну вот, Да хоть ну. оделся нормально. Сейчас увидишь. Вот и он. Джо, Эй, а вот Эдди, и как я. дела? Неплохо, неплохо. А это значит твой дружок? Да, это мой друг Вита. Вита, мой хороший друг Эдди Скарпа. Рад знакомству, Эдди. Взаимно, Вита. Ребятки, Эдди. я умираю, хочу выпить. Поехали. Привет, Вито. Хочешь за руль? Я уже слегка нагрузился. Ну, Джо, ты сказал ему, куда мы едем? Нет, сказал только, что сюрприз. Но ему понравится. Да уж надеюсь. Если только он не испортился в тюряге. Эй, о чем вы тут болтаете? Не бойся, все увидишь. Да ладно, можно ему уже и сейчас сказать. Он уже дотерпел. Расскажем в машине. Чё вы меня тут хотите затянуть-то? Я как самый трезвый поехал, я колу выпил, не знаю, что вы там пили. Ладно, Вита, поехали. Знаете, было бы здорово, если бы вы сказали, куда. Веди к Ойстербей. Ага, направо. Ну и чё, давайте там, не томите. Так что, Вита, чего тебе больше всего не хватало за решеткой? Свободы? Понятно, а кроме того. Ну, я не знаю. Пьянок, девочек, бейсбола, да всего. Уже теплее. Вы что, на бейсбольный матч меня везете? Нет, Вита, мы везем тебя в лучший бордель в городе. Бордель, а? Ух ты, Вита, да ты что-то не возбудился. Давай, не говори мне, что после всего этого не хочешь оторваться. Не бойся, Вита, девочки свое дело знают туго. Если ты забыл, что куда, они тебе мигом все поставят. Что куда? Пульнем Ага. на славу. Вы это, не давайте мне много пить, кое-что еще надо уладить. Что может быть важнее кисок и выпивки? Да знаешь, вот бывает. Иногда надо делать то, что надо. Вита, ну что, гони давай, а? Какой гонишь? Хотите, чтобы меня тут тормознул кто-то за превышение скорости? Нет, спасибо. Понятно. Я думал, они мне там какое-то серьезное дело предложат. Они меня в бордель тут везут. Блин, аккуратнее надо ехать, потому что... Кто его знает, тут за много лет правила поменялись, вон психи всякие там бегают. Из машин тебя вытаскивают. Так. Не очень я удачно припарковался, конечно. В смысле садиться в машину? Я же вроде пришел. Нет? Garden of Eden. Ну чё, я что ли должен входить? Вы мне должны показать? Или что? А, мне надо, наверное, сюда заехать. Фу ты. Так. Мне надо будет сюда заехать. Оказывается. Блин, чё? Да уйди ты! Надеюсь, я там ничего не отдавил. Боже, Да все нормально. Отлично.
Я говорил Так. тебе с Лео Галанте, Вито. Он рассказал мне, что Клименте пытался вас кинуть. И сказал, что ты парень надежный. Ну, слушай, между нами, почему ты вообще этим занялся? Понятно, у каждого свои причины, но... Ну, потому что... Понимаешь, я не хотел пойти по отцовской дорожке, Ну, и нет. Да, я просто понял, что никто мне не поможет, только я это сам. Ничего. Да, хорошо. Да. Все, детка, кэш. Так, Вито, слушай. Я работаю на Карло Фальконе, и мы собираемся расширяться. Джо уже некоторое время на нас работает, и раз ты его друг, мы тебе хотим сделать предложение. Что скажешь? Ну, я заинтересован. Окей, выпьем за это. За вас, ребята, и за общее светлое будущее. Чента! Мне сегодня много пить нельзя, у меня есть одно дело. Много пить нельзя, сам закладывает. Да круто заложили, знаешь, что самое смешное? Один из сенаторов потерял деньги, Шара на пони. Че, танцы какие-то странные. Карло умный, он шарит в этой, этой астрологии. Может, астрономии? Иди ты, звезда с ушами. Звезда пошла. Слов не знаешь. Извините, дамы, но мне пора. Закрой мне тут свой хавальник, если нечем рот занять. Вито, поехали. Эй, Джо, подъем! Набрался, короче. Чувачок. Да, ребята вообще капец набрались. Сейчас что-то будет. Я домой. Спокойной ночи, шлюхи. Походу какой-то дядя такой серьезный. Эй, а где моя машина? Ее сперли. Зовите копов, вашу мать. Садись Вот давай. алкаша. Да вот она. Да? Ага, ну да, ладно. Эй, а ключи мои где? Вита садись давай поведет, уже он быстрей. у нас из всех самый трезвый. А в следующий раз больше кисок, меньше пьянок. Да садитесь вы, блин. Два дебила. Это сила. Так что, Вита, понравилось тебе там? Да, Получше, чем обалденно. с сосиской в душе развлекаться. Чайнатаун. Фу, чем это воняет? Эдди, ты блеванул, что ли? Что? Я в своей машине никогда не плюю. Да что за... Чем тогда смердит в машине? Ну да, и я унюхал. Наверное, Фрэнки Потс. Он блеванул в твоей машине? В багажнике, Да да? нет, он в багажнике. Я так и знал. Что? А ты сам виноват, Джо. Я тебе Чёрт. сказал, что мне надо кое-что уладить. А ты взял меня и напоил. Эй, с каких это пор кое-что уладить, значит мертвец в багажнике? Да. Вита, успокойся. АСП-то что-нибудь придумаем. Блин, а мне сейчас нельзя А что попадаться. тут думать? Никак. Закопаем жмурика и все. Я уже подобрал местечко в старой обсерватории. Лопата есть? Ну да, в багажнике. И яма уже готова. Надо просто его туда сбросить и закопать. Блин, Ладно, какого ладно, хрена? Где эта яма? Мафиози гоняют с трупом в багажнике по Нам городу. надо проехать по лесу до полянки. Яма там. Давай побыстрее. О, боже, дышать нечем. Эта чертова вонь меня так канает.
Черт. Пока приедешь. Блин, долго еще ехать-то? Сейчас блевану. Водить научитесь. Иди отсюда, коза старая. Водить ей тут научить. Сама ходит пешком. Асфальт дырявит. Ой, поздновато. Да ёпарасоте, ты б хоть... Боже, Эдди, что за водища? Ты б хоть высунулся. Машина-то его. Да, но это вонь. И тут еще та вонь. Уже некуда. Ну разве Кошмар. что предлагать. Я везу как могу, блин, двоих придурков, которые не могут следить за собой. Не хочется просто скорость повышать, чтобы... Извини, друг, но я не специально. Стоп, не туда я завернул. Почему я не туда завернул? А, я поворот прозевал, я понял. Блин, далеко еще? Ё-моё. Далеко. Ладно, едем. Да, чую, набрал Джо компаньонов. Вот, да мы тут, кстати, ездили. Когда отвозили этого засранца. К этому доктору. Как его там уже, я и забыл. Хрен обгонишь без тарана. Полиции тут дофига ездит. Так, надо как-то потихонечку набирать скорость. А то я так долго буду ехать. Блин, как бы он сейчас меня не тормознул, вот этот винтяра. Не, вроде не тормозит. Это хорошо, что они на красный свет не останавливают. А то я бы уже тут полгорода полицейских бы собрал. Хиллвуд. Так. Куда-то приехали. Что, нам не откроют, да? Не. Я вообще хотел их выбить. Но раз можно по-цивилизованнее. Че, эти двое спят уже, что ли? Да не, вроде не спят. Ну, тут можно за скоростью не следить. Так, мы на месте. Вита, открой багажник. Ты шутишь? Да не в состоянии. Иди открой. Здорово, просто здорово. То есть всю грязную работу придется мне делать. Костюм я зачем покупал? Господи боже. Бога в душу, мать! Эдди, сколько он тут лежит? Да пару дней. Вита, ты сам Вот его дебил. доставай. Вот, блин, здорово. Меня сейчас вывернет. Добро пожаловать, блин, домой. А я только костюм нормально покупал. Эй! Ах ты, сука! Эй, вот же яма. Вот она. Бросай туда.
Он уже яму подготовил. Наконец-то, Мадонна. Так, а кто его зароет? Ну опять же я. Что? Погоди, я сейчас приду в себя. Может, ты сам лучше, а? Каждый раз, когда я его понюхаю, прям блевать тянет. И эти нам тоже не поможет. Ладно, черт с вами. Эй, парни, а хотите музыки, а? Какая музыка, Они дебил? издеваются. Спокойной ночи, Бэби, мне пора. Мы такого продолжения Там-там, вечеринки не там-там. планировали. Спокойной Неплохо, ночи, правда? Бэби, Давненько я в лесу не мне был. пора. Тебе гораздо меньше понравится лес, когда я тебя лопатой приложу. Два дебилы. Зачем я с вами связался? Да лучше бы я вагоны бы разгружал. Не переключай радио, понял? Где ты в жопу с Вы своим что, радио? издеваетесь? Так, погоди. Радио. Я забыл, где это радио выключается. Радио мне не надо, спасибо. А то мне за авторские права прилетит. Ты пьяный, тебе, видитель, музыку подавай. Черт. Управление. Где она тут? Радио, радио. Сменить вид. Предыдущая радиостанция, запятая точка. Ограничитель. Подожди-ка, где я? О боже, бедный Дино. Ладно, поехали. Тут, походу, нельзя ничего сменить. Она играет еле-еле, так что я думаю, нормально, ничего нам не придется. Радиостанцию, блин. Только что труп закопал. Они еще и поют, едут. Че машина такая грязная? Мы вроде на чистой ехали. Черт, извините. Тут два пьяных дебила просто со мной. О, вот распелись-то. Тут хрен разгонишься. Так. Куда мы едем-то, хоть домой, надеюсь? Самое красивое по-итальянски. Ну, Витя, ты же знаешь, подпевай. Давай. Да идите вы в жопу, два дебила. Реально, лучше бы я в порту ящики грузил, чем с вами на дело ходить. О чем думали? Как они вообще в этом бизнесе-то вертятся? Не понимаю я по-итальянски. Это нормально. Так. Зато аккуратненько ездим. Ну так, относительно аккуратненько. Главное, сильно скорость не превышать, чтобы нас не замели. Смотри, сама смотри. Не, ну так город ничего вроде стал. Вроде даже красивее. Не, ну тогда зима была. Мы что, этого пьяного утырка домой, что ли, там вызвали? Извини, Вита. Понимаю, не лучшее завершение банкета. Но правда,
Я у тебя в большом долгу. Машину Эдди оставь тут, он на ней завтра домой Вито, поедет. ты хороший парень. Завтра посидим, поболтаем. Эй, пошли, выпьем. 3 часа ночи! Заткнись, идиот! Заткнись, шлюха. Давай. Эдди, с тебя девочек. хватит. Пора спать. Поимеем. Ну ты понял. Я тебе завтра позвоню, Вита. Пока. Забудь вообще мой телефон. Глава 8. Неугомонные. 11 апреля 51 год. 6 лет после войны прошло. Какого хрена? Эй, Вито, проснись и пой! Господи! О боже, Март, ты не ори, а! Голова Кто это вообще? раскалывается. Прости, Джоуи. И хватит называть меня Джой. Крыша поехала. Вита, спускайся! Господи боже. Найдите Джо снаружи. Включить радио. Что там по радио? Выключить, понятно. Давайте хоть сожрем что-нибудь. Блин, так бычок свой не убрал. Козел. Риэлтор. Давайте что-нибудь живнем. Не голодным же выходить. Пошли. Так, а в ванне вообще она для чего существует? Я могу тут что-нибудь сделать? Так, спустить воду могу. Открыть кран душа. Закрыть, и все. Понятно. Мэйдмен. О, мой старый плащ. Ну-ка, давай-ка его и возьмем. О, нормально. Пока я сидел в тюрьме. Правда, чудак помялся. Как тебе моя идея по поводу бизнеса? Вряд ли, Артем. Это ниша, которая, как тебе сказать, не просто так. Все, что связано с деньгами, требует уплаты налогов. Так, у меня с парадного входа. Вон он. Это еще что за хрен? Голосок у парня, блин, прям дятел Вуди. Помнишь, пацаненка жил напротив моего дома? Мне надо было грузовик забрать. Так он меня подбросил. А что за грузовик? Он нам денежку принесет. Прыгай, по дороге объясню. Садись за руль. Куда? Риверсайд. Ладно, едем в Риверсайд. Ну и ночка, да? Ну да, можно сказать и так. Ты все еще злишься? Нет? Ну что ты, подумаешь, труп закопали. Прям мечтал. Вот выйду и... Да ладно, ты же оторвался с девкой. Ну да. И за это спасибо. Но за то, что было потом, благодарить не стану. Ладно. Слушай, сегодня все будет куда лучше, обещаю. Очень на это надеюсь. Да. Черт, чуть не снес. Ну я не специально, ребят, машина, блин, тяжелая. Тормозить так просто не удается. Так вот, Артем, тебя конкуренты просто-напросто сожрут. И опять же, как ты будешь продавать? Через сайт? Тебя сожрут твои за же дела? конкуренты. Заезжаем в пару мест, распродаем сигареты, потом отгоняем грузовик обратно. Извини к меня, Эдди и получаем свою долю. Расплюнуть. В 13 лет Постой-ка. мутить бизнес — это Помнится, такое меня себе. как-то раз за решетку упекли, за такое как Ой. раз плюнуть. Не волнуйся, я уже этим занимался. Давай в Риверсайд. Ну, как скажешь. Поверь, ты мне спасибо скажешь. Да я тебе уже говорю. Блин, какой долгий тормозной путь у этого грузовика. Чего это Пока. вытворяешь? Я в задницу укусил.
Он был моим тормозом. Этот чувак на тачке. Оп, стоп. Я тебе говорю, Артём, начни с малого. С чего-нибудь. Наверняка же есть что-то у вас там. Ну или где-нибудь поблизости. Расклеивать объявления, раздавать листовки. Есть работа промоутером, то есть ты стоишь в каком-то торговом центре, сзываешь всех попробовать там какую-нибудь колбасу или там какой-нибудь сок. Ну, такая вот, что-то такое. Что еще можешь? По подъездам ходить, те же самые листовки рассовывать рекламные. Вроде это еще осталось. Что еще? Блин. Что теперь? Теперь разбираемся с клиентами. Эти парни покупают у нас груз. Пошли со мной. Давай лезь наверх и подавай товар. Что это за товар-то вообще? Блок красных. Вита, подай блок красных. Не то, я сказал красных. Ну, Вита. Я знал, что ты справишься. Кошмар. Вот вам, Сигареты? сэр. Всегда пожалуйста. Эй, хорошо, что ты приехал. Курить нечего. Мне блок синий. Вита, один блок синих. Отлично, давай. Получай. Классно. Несколько часов спустя. Ага. Какого черта? Что нам Ай, делать? сержант, как дела? Как всегда, блок синих? Сейчас он тебе покажет блок синих. Думаю, в этот раз мне белое. Ух ты. Слышал, Вита? Давай, блок белых. Да, вот его. Ты глянь, копы приезжают нам. А что за сигареты такие? Спасибо, Джо. А теперь исчезни отсюда, понял? Ну Rich все, taste. поехали. Садись, Вита, дальше в Милвилл. Сегодня все отлично, мы серьезное бабло сумели. Ну не знаю, Артем, если ты считаешь это рентабельным, то ты сайт это умеешь делать? Чтобы сайт делать, извини меня, тоже мозги нужны. Это не я. Это они что-то там. Так малыш Марти, он тоже на Эйде работает? Ага, спит и видит. Парню еще и 18 нет. Возит меня, выполняет мелкие поручения, что-то отвозит, фигня всякая. Но он думает, он гангстер. Слишком много в кино торчит. Ну, если пацан решил брать пример с тебя, он плохо кончит. Вот как умник. Он мне тебя напоминает в том же возрасте. Именно. А я после встречи с тобой 2 года ловил пули в Европе, а потом 6 лет сидел. Вот про это я и говорю. В чем дело? Тебе кто-то с утра в кофе нассал? Ты что, забыл? Так, тихо. Что-то слишком звук мне не нравится. Эффекты. Вот так. Наверное. Как клево было. Ага, напоминай мне иногда, ладно? Вот, уже лучше. Так, нормально, едем.
То я поднял 400 рублей. За сколько ты поднял 400 рублей? Лезут тут всякие под колеса. А чё за фигня? Зачем он начал с этими сигаретами по 2 бакса продавать? Мы ж с них ничего не выгодаем. Черт, походу я не туда завернул, да? Да не, вроде туда. За 150 Видишь, пушек по я же 1 говорил, рублю. все как по маслу. Ладно, ты почти загладил эту ночь. Почти. Да ладно, что может быть лучше? Свежий воздух, отличная компания, да еще и хорошие бабки. Совсем неплохо для того, кто только что из-за решетки вышел. Ладно, ладно. Слушай, если следующие несколько часов будут похожи на эти, я все прощу. Вот это наш вид, а. Так, мы почти что приехали. Да, я все-таки не туда завернул. Ну ладно, сейчас доедем, тут где-нибудь повернем. Или не повернем. Блин, а чё? Черт возьми, а? Давай-ка мы развернемся лучше. Я понимаю, сейчас куча вопросов будет, связанных с тем, что... Тихо. Ща, ребятки, я ошибся просто. Аккуратней. Я понимаю, так нельзя делать, но у меня дела просто. Так, подождем, когда едут. Ты водишь прям как моя бабушка. О, погнали. Вы ведь живы, верно? Все нормально, цивилизованно. Никто не упал, никого не зашибли. Сейчас только надо поворот найти нужный. А то мы мало прозевали. Подозревал я, что не туда свернул, но ладно, чё ж теперь. Тихо, тихо! Нифига себе. Вот это вот я дал, каскадер, блин. Грузовик уничтожен. Черт возьми. Ох, ладно, поехали. Что-то я зазевался с этим поворотом. Да чтоб вас, а? Малыш Марти, он тоже на эти работает? Да уйдите вы. Парню еще и 18 нет. Возит меня, выполняет мелкие поручения, что-то отвозит, фигня всякая. Но он думает, он гангстер. Слишком много в кино торчит. Ну, если пацан решил брать пример с тебя, он плохо Да хочет. что Вот как ты? умник. Он мне тебя напоминает в том же возрасте. Именно. А я после встречи с тобой 2 года ловил пули в Европе, а потом 6 лет сидел. Чё-то Про это я и говорю. В чем дело? Тебе кто-то с утра в кофе нассал? Ты что, забыл, как клево было? Ага, напоминай мне иногда, ладно? Эй, какого черта? Блин, что-то у меня с прицелом явно получилось. Все, сейчас нормально доедем. Ко мне пошел пакетик с оружием, за мной постоянно бегали толпы мелких 6-8 детишек, такси, ну не знаю, это такая, понимаешь, такая тонкая
дорожка, как у тебя получилось, так у тебя и сойдет все на нет. Это ж не будет постоянно. Как Орифлеймом торговать. Сначала все хорошо, да, люди к тебе идут. А потом надоедает всем покупать каждый раз одни и те же крема, шампуни и зубные пасты, и что там они продают. И все, и бизнес твой выгорит. Не будут же дети постоянно покупать у тебя одно и то же. Один раз пошли, купили и все. Это вот как я в свое время, когда занимался, компьютерный клуб открывал. Сначала было все классно, люди приходили, отбоя не было. Да ладно, не так все плохо. Черт, сейчас я бы еще чуть-чуть бы я долбанул его. И все бы сигареты ушли этому копу. Так вот, все было хорошо. А потом началась такая штука, что все стали покупать компы. И кто купил компьютер, они... Ну... Наш компьютерный клуб был своего рода рекламой, да? Как сказать, люди, конечно, догадывались о существовании компьютеров, но они увидели, что можно делать на компьютерах. Какие классные игрушки. Тогда еще был первый Need for Speed, и это, наверное, конечно же, не застал. Видишь, я же говорил, все как по маслу. Ладно, ты почти загладил эту ночь. Почти. Так, Ладно, едем. что может быть лучше? Свежий воздух, отличная компания, да еще и хорошие бабки. Совсем неплохо для того, кто только что из-за решетки вышел. Ладно, ладно. Слушай, если следующие несколько часов будут похожи на эти, я все прощу. Вот это наша вида. Так, мы почти что приехали. Так вот, и... Так, все правильно я еду? Да. Так вот, начали покупать все компьютеры, и, естественно, народ стал приходить меньше. И даже сетевая игра не спасала. То есть интернет в то время не у всех был далеко. Да даже, что значит не у всех? Вообще ни у кого практически не было интернета. Все тогда по карточкам. Не знаю, знаешь ты, телефонные карточки покупали, и через Ростелеком, тогда еще это было не Ростелеком, а просто обычное. Как же это назвать-то? Блин, не помню, как раньше Ростелеком назывался. Вот, оплачивали интернет и через домашний телефон сидели. Даже то, что мы по сети играли, там несколько компьютеров, это не спасло. В итоге клуб прогорел, но я, конечно, ушел раньше. Синик, если можно. А, опять торговля. Давай блок синих. Супер! Вот, я ушел оттуда пораньше. Просто я понял, что прогорит это дело. В то время как мой компаньон Это блок красных. нашел себе еще одного товарища. Ну как товарищ нашел? Это одноклассники мои. И Отлично! они Давай. решили в кредит брать еще несколько компов. А я понял, что дело уже не выгорит. И я отказался от этой затеи. Вот вам, сэр. Всегда пожалуйста. Оба-на. Дело пахнет керосином. Что продаешь, парень? Ты покупатель и глазеть пришел? Возможно. Мы толкаем сигареты. Блок 2 бакса, целый ящик сотня. Как тебе такой вариант? Отдаешь 10 блоков, и тогда, может быть, вы с дружком целы останетесь. Эй, дружок, давай ты Нихера себе. залезешь в свою тачку со своей младшей группой, а я притворюсь, что я тебя не видел. Сойдет? Ты не врубаешься, да, жирный ублюдок? Это наше место. И за торговлю здесь надо платить. Так что плати. Нет, это ты не врубаешься. Ты хоть понимаешь, с кем связался? Последний раз повторяю. Вали отсюда и... С кем я говорю, ну-ка? С жирным итальяшкой, который толкает по мелочи краденое курево на моей улице. Так что прикрывай лавочку, козел. Все ясно, парни? Будет распродажа. Нихера себе. Джо! Вот.
Ну что теперь скажешь, Чекпоинт? Что я скажу? Вот что я Ни скажу. хера себе. Он его Давай в завалил. машину и валим отсюда! Ладно, давай отловим какого-нибудь ублюдка и проучим. Да ты охренел сейчас тут на улице стрелять? Подожми, Вита, он уходит. Я сейчас пол продавлю, Джо. Быстрее не будет. Блин, а он шустрый. Хотел уже нажать на ускорение, но знаете, как в этих гонках? Нажать, чтобы нитроускоритель. Ага, сейчас. Блин, какой он шустрый, а ты смотри на него. Давай, езжай ты вперед. Блин, не, мы не успеем. Вот, черт, и что теперь? Нужно обсудить с Эдди. Ищи ближайшую будку и позвони ему. Найти телефонную будку. Так, надо сбросить скорость, а то сейчас куча ментов будет на нас пялится. За то, что мы тут гонки устроили. Ну, может, мне кажется, его и не догнать было. Не, ну вот это зря мы его завалили. Я прям чую, даже не надо делать поспешных выводов. Так, будка. А что это вообще у нас? Свалка. Где я ее найду? Дом. Блин, ну придется сейчас вон в тот город ехать. Телефонная будка. Ты вообще видишь где-нибудь? Я что-то тут давно не видел будок. Обычно они где-то на углу, чтобы всем видно было. Но я что-то пока тут ни хрена не нахожу никаких телефонных будок. Ты чего это вытворяешь? Полегче, ладно, расслабься. Так, там не телефон. Там еще какая-то херня. Так, а куда я вообще еду? Блин. Я играл в первый NFS. Ну, играл хорошо. Но я-то играл еще в 2002 году. Ты чё там вякаешь? Сам на ногах стоишь. А еще кого-то говоришь, чтобы водить научился. Вон телефон. Извините. Ой-ой. Катись Блин. отсюда. Чё, кого-нибудь надо убрать? Давай подождем, что он там. Давай будем культурными людьми. Не, не похоже. Слушай, урод, отвянь. Не собираются заканчивать, да? Освободи телефон. Да. Все. Ты смотри, а. За телефон драться собрался. Ты смотри какой, а. Пара идиотов драку на улице устроила. Ясно. Не, это что-то зря. Эй, что тут творится? Прекрати! Хорошо, Чтоб в мою хорошо. смену все было тихо и гладко. Эй, вы, а ну прекрати! Хорошо, хорошо, все. Разборки в другом месте. Только мне что с телефоном-то делать? Козел. Ну и чё вот. Сейчас я опять этого начну вышвыривать. Не, ну может баба в драку не полезть, может ее лучше.
О, она сама освободила, иди отсюда. НФС 2001 год в нее играл. Но это не то, значит. Эдди, это Вита. Слушай, у нас тут проблема. Мы толкали курево, а потом внезапно появились эти бриолинщики и подожгли грузовик. Что? Ты что, издеваешься? Кучку сопливых мальчишек не уделали? Какого вообще хрена? Эдди, послушай, Эдди, слушай, мы не виноваты, ясно? Они подожгли грузовик, мы не успели понять, что происходит, а все уже сгорело к чертовой матери. Ладно, мы подстрелили одного, но... Какая мне нахрен разница? Деньги мне мои верните. Я 2 куска за грузовик отдал и хочу их назад. Ваше счастье, тормоза, что со мной тут Стив, человек Дерека. И мы как раз решаем, что делать с этой швалью. Разберемся с ними сейчас же. Стив будет ждать бешеной лошади. Знаешь, где это? Так, бешеная лошадь. Я даже помню, где это. Стив приведет с собой пару ребят. Пусть поймут, что с нами связываться себе дороже. Только без стрельбы, чтоб канала под уличные разборки. Я не хочу завтра читать в газетах про мафиозный беспредел. Да, конечно, Эдди. Не волнуйся. Мы разберемся. Погнали, Итак, друг. встречаемся со Стивом у входа в бешеную лошадь. Хорошая новость. Он нам поможет. Плохая новость. Эдди требует свои деньги. Все 2 штуки. Черт, ты же не думаешь, что из этих высыпется 2 косаря? Я не знаю. Посмотрим, что задумал Стив. Знаешь ли, он вряд ли нам по доброте душевной помогает. Пошли. ДТП, водитель хочет скрыться. Да иди ты в жопу. Эдди рвал и металл в трубку. А я-то какой сейчас бешеный. Даже если у Преследую гонщика. Я из них органов на 2 куска Вас вытрясу. понял. Я за. Но что это вдруг Стив работает на Эдди? Он человек ДРК, Дерек в команде Винчи. Я тебе что, доктор? Вот ты же будешь брать работу у Дерека, да? Несмотря на то, что пашешь на Эдди. Мы все перебиваемся всем, что мимо пробегает. Все, отлично, они от нас отстали. Хорошо. Хорошо, что здесь быстро отстают. Так, съезжаем. Опять туда же, что ли? Ехать. Я говорил про Need for Speed Underground, который 2000... Хотя не, вру, не 2002, 2003 года Need for Speed Underground. Да, ее до сих пор помнят все. Она была, конечно, не шибко крутая, но, блин, от нее все тащились. Тогда как раз появился фильм «Форсаж» 2001 года, и все тащились от этого, от стритрейсинга. И игра вышла в очень удачное время и стала своего рода культовой. И у нас в клубе в нее все играли. Помню, я еще тогда этот диск купил, принес, поставил. Ох, сколько к нам перли людей. Да, ну конечно. Что, автобан на Аляску? Не нервничай, я спешу. Ну, как вот, в то время, да, это уже был закат компьютерного Стив. бизнеса. Привет. Марти, ты что тут делаешь? Эй, Джо, я сегодня с вами пойду. Стиву нужна была помощь, и он меня взял. Стив, а это не... Пацану пора учиться. Ладно, Стив, что мы тут делаем, а? Те ребятки, которых мы ищем в Литейной. Они там обычно ошиваются, так что начнем отсюда, а потом сходим в Литейную, закончим. И почему ты решил нам помочь? Эти уроды разбили машину моего брата, ограбили и выбили 3 зуба. Да уж, ублюдки поганые. От них по всему городу одни неприятности. Цыц, Вот пацан, сейчас я говорю. Этого Так что, пацана как мы зря сказано взяли. в Библии, око за око, зуб за зуб. Ну, с этой дыры и начнем. Так что за план? Сначала разнесем тут все к черту. И как мы это сделаем? Вот так. Томмиган. ребятки. Эй, пошли, парни, а? Ты нам либо помогаешь, либо не мешаешь. Проучим уродов как следует, а? Это что такое было?
О. И чё? Охрененно лупить. Оставим им подарочек. Виту, Марти, у меня в багажнике пара коктейлей Молотова. Берите и швыряйте внутрь. Ха, с удовольствием, Стив. Будьте ты урок. Ага. Ни хрена себе ты Ладно, саданул. Теперь пошли в Литейную. Забирайтесь. Встретимся у главных ворот. До встречи. Пошли, у нас наша тачка-то вот. Еще помню миссию, когда мне в первый последний ряд гонки вроде на каких-то больших тачках. Только молодой уже бизнес мыть плохо, для него это закончится. Во-во! А ты еще моложе его, тоже хочешь мутить бизнес. Брат, пока у тебя вроде более-менее легальные схемы. Но я говорю, мы зря его взяли, потому что наверняка он сорвется. Ему же никто не внушил, что нельзя просто так ходить, размахивать пушкой. Так, вот Литейная, ага. Стоп. Как-то я неудачно припарковался. Блин, а что с моим костюмом? Весь грязный. Эй, как вы сюда попали? Шли по Оба-на. дороге, блин, из желтого кирпича. На. Следующий. Ха, отлично. Вам крышка, уроды. Джо, берегись! Нифига Спасибо, брат. себе. Черт, у них пушки. Они попали. Прикрой меня! Охренеть. Я захожу. Есть кое-что для тебя, козёл! Охренеть. Да, совсем неплохо. Я прикрою, Вита, вперед! Хочешь ко мне? Давай! Какой вперед? Ты охренел, что ли? Ладно, Вита, поплыли. Попробуй его обойти сзади. Ну ты труп! И это все чем Прикрой меня меня, порадует? лети. Кто-то попал. Молодец! Ты труп, козел! Сейчас мы это уберем. Ну ты стрелок! Блин, как быстро одна пуля-то снимает все. Я надеюсь, у них нет гранат здесь. Так. Неудачно застряли в текстурах, пацаны. Ты глянь метки, а, скотина. Выглядывай. Тихо. Мне надо перебдеть. Прикрой меня. Я попробую его обойти. Давай, я прикрою! Теперь, Тихо, тихо, тихо. мне нужна Ты, помощь! блин, какой хитрый. Пошли, быстрее, вали его! Сразу расхотелось с тобой ссориться. Все, ты стрелять вообще не умеешь. В порядке? Попал, придурок! Ладно, Вита, пошел, пошел! Что это такое вообще было? Все, запас! Вита, погнали! Да я и так бегу. Прикрой меня, Вита! О, у меня штомми Давишь, есть. придурок. А я что-то с пистолета стреляю. На следующей пуле твое имя. Стоп. Помирать еще рано.
ты делаешь, черт возьми? Я убежал, обходи конек! Жалко, гранат нет, прям напрашивается. Убить его! Ну, Давай, Стив, давай, я круг. прикрою! Так, все. Нет, еще там куча. Взять магнум. О, магнум, это классно. Ну-ка. Где ребята? Где? Куда все делись? Ты у меня получишь, козел! Прикрою, иди! Я прикрою. И это зачем меня порадует? Что-то попал, Тихо, пока тихо, бой не тихо. кончился. А, царапина. Ну как тебе? Ты смотри, они какие. Они Я ничего захожу. так. Прощайся с жизнью. Иди сюда, друг. Вон там! Выруби его! Они спрятались. Не, магнум только для ближнего боя подойдет. Ты в порядке? Держись. Ничего, Ты просто слегка Супермен. сцепил. Давай, быстро, пошли. Да я крут. Да, вот это мы тут стрельбу Ладно, Витя, устроили. пошел, пошел. Взять М3 Гриз... Ты на кого наехал, а? Гризган. Будь начеку, Вита. Немецкий автомат, что ли? Какой-то, да, что-то такое. Ты охренел? Так вылезти. Прикрой меня, Вита. Всех вас прикрывать. Выходи, не прячься! Выходи! Я знаю, что ты здесь! Попробуй его обойти На сзади. мушку не взять! У него пистолет! Да из-за каких-то, сука, пачек сигарет столько людей развалить, а? Ага, молодец, Что за Мила. херня была? Прикрой меня! Прикрой меня, кретин. Кретин, сам ты кретин. Чё, вылезешь ты, нет? Походу нет. Из-за каких-то сигарет, а? Получай, подстилка. Иди отсюда. Так. Сейчас. Сейчас, Джо. Я прикрою! Пошел, пошел! Молодец, Вита. Я вас не боюсь! Я тебя не боюсь! Хорошо, что здесь гранат нет и базуки. Да, дрожись от страха, а? Эй, Джо, маме Ребят, моей наш. говори. Вылезай, трусливая крыса. Так, где они? Что-то я их вообще не вижу. Ага. На следующей пуле твое имя. Ладно, Вита, поехали. Стоп. Да я попаду в тебя или нет? Ты глянь. 2 патрона. Что там, пулемет? Я попробую Ладно, его Вита, обойти. поехали. Этот урод меня ранит!
Ты в порядке? Держись! Как его сдать? Сразу расхотелось Так. с тобой ссориться. Неплохо, а? Вита, погнали! Смотри, какое. Стоит, не надо переждать. Так, что у нас тут? О, дробовик есть. Чё там, где они? Чё случилось? Давай, я прикрою. Охереть. Чё, чувак, ты один остался? Слушай, все это как-то совсем уже. Эдди не обрадуется. А что ему станется? Мы что, должны были стоять и ждать, пока нас расстреляют, а теперь эти уроды уже никому не помешают. Что теперь, Стив? Пойду домой, напьюсь касторки и прочищусь. Недели 2 продуть не могу. Ну, я пошел. На здоровье. У нас, Джо, еще дел по горло. До встречи. Ух, чё нам Найти это для Эдди 2 куска. обернется? Сколько потянет вот такая тачка? Вита, черт, да ты гений! Эти тачки не дешевые, верно? Да Дерек нам как минимум штуку за каждую отвалит. Ладно, тогда я отгоню эту красотку Дерек. Встретимся в Соколе. Заметано. Увидимся в баре. Давай ломанем, чё бы нет. А, дьявол. Да, тачка дорогая. Какой звук, а? Свою можно бросить пока. Ну, звук, конечно, не такой. Заплевок на дорогую одежду могу чем прострелить. Ну, заплевок-то вряд ли. Заплевок максимум ты по морде мог получить. Стрелять не будут, это слишком очень глупые люди стреляют. Ну, шустрые вообще, да. Так, ехать-то куда? Далеко ехать, кстати. Интересно, если сейчас тут разгонюсь, меня догонят? Полицейские. Мне вот интересно, разработчики оставили хотя бы какие-то декорации первой мафии здесь вот? Потому что вот эти вот все районы, маленькая Италия, это ж оттуда, по-моему. С первой самой мафии. Вроде как я читал, что сюжеты, они пересекаются, но какие-то отсылки к предыдущим частям. Например, в третьей части есть отсылки на вторую часть, на первую часть. Там, может, какие-то второстепенные персонажи мелькают там в диалогах, может быть. Или там про героя говорят. Так, аккуратнее. Мы не гоняемся. Мы ездим потихонечку. Купили крутую машину, но едем как все. Чтобы попонтоваться. Какую-то игру. Где тоже мафиозники убивали друг друга. Стоп. Ну, таких игр много про мафию, в принципе. Там Джой, главный герой, приезжает к старику, убивает его с дробовика.
Так. Тут можно проехать, давай. Выруливай. Ну, это, наверное, какое-то дополнение, ты, Артем, говоришь. Ой-ой. Смотрелся малость. Блин, еще вы тут. Да чтоб вас! Блин, ну я отсюда сейчас уже никак не выйду, сейчас мне эти заметут. Побыстрее там проезд. Еду я, еду. Тут бортики одни. О, Ситипорт. Вроде правильно я еду. Ага. А, мы к этому же приехали, который нас ящики заставлял таскать. 1950 баксов одна стоит. Отдайте эти его $2000. Давай отдадим. Чем могу помочь, пацан? Сегодня ничего особенного. Прости, Вито. Приходи в другой раз, у меня дела. Поговорить с Прости, Дереком. для тебя ничего нет, Вито. В смысле, я не понял. А, Эдди надо отдать. 2000 баксов. Эдди отдать. Ё-моё. Так, а у меня еще вопрос. А как я отсюда вообще буду добираться? Я могу взять вот эту вот тачку, да? Никто же мне не запретит? Трехсекционный замок. Спасибо, ребят. Не обещаю, что я вам ее верну. Ну, вы поняли. У нас еще летом, помимо войнухи, были тоже типа мафиозные схватки. О, это вы пересмотрелись фильмов, наверное, каких-нибудь, да? Тихо. Перед схватками по 2 часа обрисовывали кругами территории. Чтобы захватить, нужно было написать мелом в середине круга наименование команды. Чтобы перехватить захваченную территорию, нужно было поверх названия одной команды писать название своей и стрелять друг другу пульками. И толпой бегали, стрелялись, понятно. У нас все было попроще. Делились на 2 команды, у кого какое оружие было, кто что нашел. И просто навел на кого-то раньше, чем он на тебя, значит, ты его убил. Все. Или в плен кого-то взяли. Давно это было, давно. Сейчас в основном дети сидят все по домам. И в телефон, и в компьютер. Шпилят максимум. Захват людей, выделив подъезды, пытать узнать, где лежат их деньги.
Побеждать тех, кто больше захватил территории и позабирал деньги. Понятно. Блин, какой я грязный. Класс. Игра вылетела. Супер. Супер, да? Продолжить. Где найти для Эдди 2 куска? Как думаешь, сколько потянет вот такая тачка? Черт. Черт, да ты гений, эти тачки не дешевые, Сейчас верно? придется опять Да ехать. Дерек нам как минимум штуку за каждую отвалит. Ладно, тогда я отгоню эту красотку, Дерек. Встретимся в Соколе. Заметано. Черт Увидимся возьми. в баре. Ну что такое? Взяла игра вылетела. Зашибок. Каратель. Да ты жесткий, Артем, я смотрю, да? Ладно, похер, поехали побыстрее. А то мы сейчас долго будем ехать. Захотят догнать, пусть догоняют. Если что, уйдем от них. Аккуратнее так надо будет ехать. Нет, ты глянь, она прям вообще жесткая точила. Тормоза, в принципе, даже в порядке. Ай. Извините. Я, кстати, чуть сам не разбился. Жестко прилетело. Надеюсь, это не скажется на стоимости этой машины. Ну, подумаешь, там мальца ее покромсал. Да дай проехать. Не, ну звук, конечно, шикарный, реально. За красный свет вроде ничего не делают. Ну, подумаешь, там проехал, значит не надо. Это как сейчас депутат. Мне же надо, я еду. Хорошо, что сняли с них эти все крякалки. Это хорошо, а то раньше, помню, было. Едешь, и началась. Крякает, значит, все. Типа у него спецсигнал, значит, он крутой, ему проехать надо. Потом, как все эти недовольные стали, мол, а чё, мне надо ехать по спецполосе. Я важная персона. Я не хочу в пробках стоять. Много историй, связанных с прошлым летом. Развлекаться как сможем. Войнухи, драки, прятки, догонялки. Понятно. Хорошо, когда 3 месяца можно отдыхать, да? А сейчас, дай бог, месяц выкроить, чтобы отдохнуть. Так. Надеюсь, на этот раз без вылетов. Был бы пистолет, убил бы. Да ты чё? Так. Отлично, стоимость та же. Стоп, а тут тачка была. Кто угнал ее? Вон еще одна какая-то есть. Дайте идею $2000. Чувствую, весело будет. Опаздываешь куда?
Мы раньше часто по стройкам лазили. По всяким. Я помню, сколько мне было-то. Лет 5-6. У нас там строился детский садик, в который я потом уже и ходил. Да, лет 6 мне было. Он уже практически застраивался. И мы со всей мелюзгой бегали как раз на эту стройку. А я высоты боялся. И помню, залезть-то я залез, а там лестница такая была на второй этаж, или там почти на третий. Там лестница была такая, ну, доска и прибиты к ней брусочки. Доска сплошниковая и брусочки к ней прибиты. Вот и вся лестница. Вот я залезть-то по этой лестнице залез, а спуститься боялся. Главное, все спускались, а я стою, жду, боюсь. В итоге остался я один. Спускайся, спускайся, говорят. Мне было страшно, я взял и прыгнул. В результате сломал руку себе. Прыгнул как раз нормально. Я упал на руку, а там в землю врыты кирпичи были. Ну как врыты они? Так. Кто там что-то чистит? Во, меня не почистишь, друг. А то как-то в таком грязном виде неохота идти. Костюм мне не хочешь почистить? Ботинки почистить! Ботинки чистим! Чистим до блеска! Говорят, тех русских шпионов казнят. Как по мне, они слишком мягко обходятся с чертовыми кольми. Блин, я весь грязный. Зато в чистых ботинках. Так вот, после этого с гипсом ходил. Сколько я ему отдал за чистку-то? Что смотреться можно будет? Ботинки почистить! $1. Чистим туфли! Подходите! Так, ладно. В этот раз, надеюсь, без вылетов. О, отлично. И? Вот деньги. Ну, слава тебе, Господи. Вот же тупые наркоманы. Они нас надолго запомнят. Молодцы, ребята. Вот ваша доля. Спасибо, Эдди. Мы сегодня тебе еще нужны или уже все? Есть у меня одно дело. Нет, на сегодня все. Если что, я вам позвоню. 2 косаря отдал. А смысл тогда мы ему отдавать 2 косаря, если он нам отдал 2 косаря? Вернее, чисто мне. Ну и какой смысл? Стоп, а вот выход. До скорого. До скорого. Так сказал, там, как будто он какой-то заднеприводный полупокер. Так вот, ходил месяц с гипсом. После этого. Всем рассказывал, говорит, да вот, куда еще. А я еще, главное, прыгнул. Смотрю, у меня рука буквой, ну, зигзагом такая прям. Ну, видно было, что сломал. Закрытый перелом был. Вот. Видно, что сломал. Там один парень такой, давай, говорит, я сделаю. Взял мне руку, выпрямил. Больно, конечно, был. Я шел на него. Потом за мной мама пришла. Она не видела, что у меня рука была сломана. Она пришла и видела, что я заплаканный. В результате идем домой. Я ною, плачу. Она говорит, ты чё ревешь? Ну, я ей рассказал. Мы тут же поехали в травмпункт, поставили мне гипс. Да, вот такое вот мое было. Ну, я не скажу, что прям первое знакомство со стройкой, но одно из первых было. Потом, конечно, я уже так и больше не делал. Мало строек, в соседней деревне, где раньше у нас есть база. Вообще мы очень в футбол любили играть. Постоянно. У нас там рядом посадка. Постоянно. Если ворота у нас сломались, топор, гвозди, молотки. И вперед за какой-нибудь хорошей березонькой. Сами выносили, сами ставили, потом играли.
Было хорошо. На мяч, помню, скидывались. По 10 рублей или по 5. Вроде ничего. Самое обидное то, что у нас там рядом дорога была. Играешь, мяч на дорогу выкатывается, и какой-нибудь камазец. Ну, конечно, тормозит, но у него тормозной путь-то большой. И хоп, он по этому мячу прокатывается. Все, мы такие, ну все, поиграли. И начинается, так, а у кого есть мяч? Вот у него, неси! Все сидят, ждут, когда он мяч принесет. Хоть какой, неважно, нам лишь бы доиграть. Резиновый он там, кожаный, пофигу. Неси какой-нибудь, нам доиграть надо. Потом, конечно, когда постарше, потом начали играть на пиво. Еще там на что-то. Ну вот, куда ж ты лезешь-то, мужик? Блин, какой я грязный. Вообще, я куда пришел-то? А, я к себе домой прошел, точно. Да давай закроем. Че всем открывать-то? Спать. Всем спать. Я футбол не люблю, но мы играли. Так, что у нас по времени? Нет смысла, наверное, эту часть начинать. Да. Так, воду постоянно заставляли самых маленьких приносить. Да. А у меня, короче, я около поля был практически, ну, мой самый ближний дом был. Поэтому выходил за водой я постоянно. Ну, мой же дом. Это был я чаще всего. Вову, Артем, мы с тобой в этом плане, можно сказать, похожи. Вот. Так, ну ладно. На сегодня будем заканчивать. 2 главы мы прошли. Я думаю, на сегодня хватит. И так было 2 стрима. Я устал, надо отдыхать. Артем, тебе спасибо за беседу. Приходи обязательно. Всем остальным, кто смотрел, тоже спасибо. Обязательно подписываемся. Не забываем ставить лайки. Вот, следующее прохождение Мафии 2 будет завтра. Да, и завтра же мы, возможно, из Evil Within тоже поиграем. То есть завтра тоже будет 2 стрима. Вот, ну все, всем пока. Спокойной ночи.